Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео мы будем вязать слитки ритм. Я называю их ритм, потому что узор на наших слитках будет напоминать музыкальную дорожку. Ритмично, как музыка играет. Нам понадобится 2 спицы и 2 клубка ниточек. Нитки должны быть контрастные, у меня розовый и черный цвет. Из основных нитей, то есть из черного, я набираю 25 петелечек. Вынимаем спицу и провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Все вязание у нас будет лицевыми петлями. Первую снимаем кромочную и провязываем все петельки лицевыми. Вот я провязала 2 ряда лицевыми петлями. Теперь вводим нить другого цвета, у меня она розовая. И провязываем 20 лицевых петелечек нитью розового цвета. Первую петелечку провязываем, чтобы нам ниточку зафиксировать. И вяжем еще 20 вместе с кромочной. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я провязала 20 петелечек нитью розового цвета. У меня осталось 5 петелечек. Сейчас мы должны повернуть вязание, но эти слитки, они плотные, чтобы у нас здесь не образовывалась дырочка при увеличении, мы делаем такую небольшую хитрость. Рабочую нить переводим вперед, с левой спицы снимаем одну петельку на правую, просто сняли. Рабочую нить переводим назад и петелечку пятую одеваем опять на левую спицу и поворачиваем вязание. Повернули вязание. Рабочая нить у нас впереди. Мы переводим ее назад. Вот так, перевели назад. И получается, мы обернули пятую петелечку, которую не провязали. Таким образом, мы скрыли дырочку. У нас дырочки здесь не будет образовываться при повороте вязания. И вяжем розовым цветом все 20 петелечек. В этом вязании у нас все петельки будут лицевые, поэтому такие следочки под силу любой начинающей вязальщицы. Так, довязываем 20 петелечек. Вот, мы провязали первый ряд увеличений. Видите, сразу видно, что здесь уже, а здесь немножечко у нас уже увеличилось. Теперь мы берем нить основного цвета, у меня она черная, и провязываем все петельки. То есть 2 ряда, все 25 петелечек провязываем нитью основного цвета. Первую петелечку я не снимаю, тоже провязываю. Так, провязываем все петельки основной нитью, лицевыми. Вот я провязала 2 ряда лицевыми петлями основной нитью. Берем нить розового цвета и вяжем 15 петелечек лицевых розовой нитью. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы провязали 15 петелечек. Теперь я делаю свою хитрость, чтобы не было дырочки. Снимаю петельку и поворачиваю вязание. Рабочую нить перевожу назад и вяжу
также 15 петелечек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот мы провязали 15 петелечек основной нитью, основной дополнительной нитью. Теперь берем нить основного цвета и провязываем 2 ряда. Все петелечки лицевые. 2 ряда также провязываем, как предыдущие. Вот я провязала 2 ряда основной нитью, беру нить розового цвета и провязываю 10 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обворачиваем петелечку соседнюю. Так. Поворачиваем вязание. Переводим ниточку назад за работу и провязываем эти 10 петелечек. Вот смотрите, как у нас уже начинает расширяться наши следочки. Берем нить основного цвета и также 2 ряда провязываем основной нитью все петелечки. Вот смотрите, у нас получается 20 розовых петелечек, 15 и 10. Сейчас у нас пойдет 15 и 20. Так, делаем 15 петелечек, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Обворачиваем петелечку, чтобы у нас не образовывались дырочки при вязании, и поворачиваем вязание. Провязываем все 15 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Также 2 ряда основной нитью все петелечки. Берем розовую нить и вяжем 20 петелечек розовой нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поворачиваем петелечку и аккуратненько поворачиваем вязание. Так, провязываем 20 петелечек. Я провязала 20 петелечек, беру основную нить и провязываю 2 ряда основным цветом все петли.
Вот мы провязали один раппорт наших следочков. То есть от 20 до 20 линии такой, да, вот видите, как ритм такой идет музыкальный у нас, получается музыкальная дорожка, потому что следки сейчас будут такие, как коврик, длинненькие. В общем, вот это вот углубление считается как один раппорт, то есть от 20 до 20. Нам нужно провязать на размер 37-38 12 раппортов. Я буду провязывать 12. Провязываем. То есть от 20 до 20. Сейчас у вас пойдет 15, потом 10, потом опять 15 и опять 20. И так вот все подряд повторяется. Вяжем 12 раппортов. Я провязала 12 раппортов. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 2 после дорожки из 20 петелечек я провязала 2 ряда основной нитью. И теперь третьим рядом я петелечки свои закрою. Закрою так, чтобы основная нить у меня получилась сверху. Так будет удобнее потом следочки сшивать. Вот я закрыла все петелечки. Розовую ниточку я обрезаю, оставляя немного кончик, чтобы потом ниточку заправить. Все, убираю ее, чтобы она нам не мешала. Так, а черную нить нужно вытянуть как можно длиннее, чтобы этой ниточкой потом сшить наши следочки. Ну, думаю, достаточно. Чуть-чуть. Все. Вот следочек у нас практически готов. Я уже связала 2 таких следочка. Вот они, посмотрите, какие ритмичные дорожки у нас бегут. Они абсолютно одинаковые. Теперь будем следочки сшивать. Складываем пополам. На первый взгляд кажется, что получается какой-то мешок, но когда вы оденете следок на ногу, он будет очень красиво смотреться. Вдеваем ниточку в иголочку. У меня специальная игла для сшивания вязаных изделий с широким ушком и с тупым концом. Если у вас такой нет, конечно, вы можете сшить любой иголочкой, куда вденется ниточка. Складываем следочек пополам и начинаем сшивать стежками, стараясь каждую петелечку захватывать с обеих сторон, не пропуская. Тогда следочки будут сшиты более аккуратно. Каждую петелечку. Немножечко поправляем нитки, потому что не длинная и она немножко путается. Ну, ничего страшного. Я сшила 2 следочка, теперь заправляю все ниточки. Я заправила все ниточки, теперь
Ненужные кончики обрезаем. Все, кончики обрезала и следочки выворачиваем. Вот так выглядит один следочек. И такой же у нас второй следочек. Вот, следки готовы. На первый взгляд, конечно, не скажешь, что это следочки, но на ноге они смотрятся просто обалденно. Очень простой способ, не требующий никаких супер навыков. Главное – умение вязать лицевые петли. И, конечно же, счет. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!